Всем привет! С вами снова Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодняшнее видео продолжит серию выпусков про парк развлечений Universal Studios Japan. К чему это я? А к тому, что добро пожаловать в тематическую локацию по фильмам о Гарри Поттере. Конечно же, это не такая большая увлекательная штука, как музей Гарри Поттера в Токио, о котором я, кстати, тоже снимала видео, но внимание определенно стоит. Итак, поехали! И пока я показываю вам дизайн локации, расскажу-ка еще и про самое важное при посещении данного места. Так как Хогсмит и Хогвартс являются не очень большими и по сути представляют собой лишь малую часть огромного парка развлечений USJ, то существует вероятность, что для предотвращения давки вход именно сюда будет ограничен. Так что при посещении парка установите приложение, ну или возьмите бесплатный билетик на временный вход сразу после захода в парк. Возможно, вам оно и не понадобится, и ограничений на количество посетителей зоны Гарри Поттера не будет, но тут лучше подстраховаться. Во всем же остальном проблем быть не должно, ну разве что вы можете подзамерзнуть. Потому что в деревне Хогсмит всегда зима, причем очень даже реалистичная. Что, кстати, в 30-градусную жару вызывает прямо-таки диссонанс в голове. Когда смотришь на декорации, прямо-таки ощущаешь, что должно быть очень прохладненько и свежо, но при этом буквально обливаешься потом от жары. Вообще, локация очень реалистично сделана во всех отношениях, особенно под сводами Совиной почты. Тут вроде бы все искусственное, но я все равно инстинктивно смотрела, чтоб на голову не упала птичья, скажем так, неожиданность. Но перейдем чуть дальше. Рядом с основными зданиями есть сцена, где периодически проходят разные выступления. В общем, ничего особо шикарного, конечно, но атмосферу такие действия поддерживают очень хорошо. А вот что мою атмосферу лично портит, так это невозможность попасть в замок просто так. Как наружная декорация он нереально крут, но с момента открытия туристического сезона все пустоты внутри него были отданы под очередь на главный аттракцион. Но с другой стороны, это один из тех аттракционов, на который стоит отстоять очередь и оценить его лично. Так что если так или иначе ваш рост превышает 120 сантиметров, то в замок вы попадете. Что ж, после замка, конечно, нужно выполнить еще один очень важный для любого поттеромана пункт. Это выпить сливочного пива. Пивом, как и в фильме, оно, конечно же, не является, и на вкус не более чем обычная газировка, похожая на крем-соду или что-то типа того. Ну и, конечно же, при выпивании этого дела усы из пены получаются вполне себе настоящие. Хотя не буду отрицать, что в жару оно нереально освежает, несмотря на огромное количество сахара в нем. Так, что у нас дальше по планам? А дальше будет магазинчик Оливандера. И это не просто магазинчик. Нет, конечно же, можно зайти с другого входа и просто купить сувенирную палочку и не париться. Но мы не ищем легких путей. И перед покупкой можно попытать счастье и оказаться тем самым счастливчиком, кого волшебная палочка выберет сама. Причем представление получается очень даже крутое и атмосферное. Жаль только, что проходит оно почти в полной темноте. Но посетить его разок, даже если покупать палочку вы не хотите, все равно стоит. Кстати, важный момент. Палочки, продаваемые в этом магазине, на самом деле волшебные. И вместе с самой палочкой в комплекте идет карта локации и список заклинаний. И если потренироваться, то правильно взмахнув палочкой, можно получить тот или иной магический эффект. Вот тут, например, мы зажгли огонь на крыше. Что ж, в общем-то, это и все, что следует рассказать про локацию Гарри Поттера в парке USJ. Хотя упомяну, что тут есть и еще один аттракцион – полет гиппогрифа, но это не более чем обычные американские горки. Ну и, конечно же, куча сувенирных магазинов разного рода, где можно приодеться и закупиться всем, чем только не попадя, начиная от вкусняшек и заканчивая чемоданами.
Тематический ресторан в этой зоне тоже есть, но чтобы попасть сюда, нужно отстоять весьма приличную очередь, так что поем-ка я в другом месте, а заодно и дам вам спойлер о своем следующем видео. Итак, пам-парам-пам-пам! Одно из следующих видео будет посвящено аниме. Причем не просто аниме, а аниме-коллаборациям в этом, казалось бы, совсем не анимешном парке развлечений. Так что всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться, ибо впереди еще много интересного. А я пойду таки поем наконец.